Вы когда-нибудь задумывались, сколько паролей управляют вашей жизнью? Код от смартфона, пин-код карты, пароль от рабочей почты, код домофона, цифры на обороте пропуска в спортзал. Мы привыкли доверять свою свободу набору случайных цифр. Мы храним их в связках ключей, в заметках, в облаке. Нам кажется, что это защита. На самом деле, это границы нашей клетки. Моя клетка была идеальной. Трехкомнатная квартира в ЖК бизнес-класса, панорамные окна с видом на реку и муж, который помнит дату нашего первого свидания лучше, чем я. Марк называл это нашим общим пространством безопасности. Он сам настроил систему «Умный дом», синхронизировал наши календари и установил общие пароли на все облачные хранилища. Чтобы у нас не было тайн, Аня, счастье — это когда тебе нечего скрывать. Я верила в это 5 лет. Я даже сделала на этом карьеру. 300 тысяч женщин каждое утро слушали мой подкаст о том, как навести порядок в голове и в быту. Я продавала им код счастья, пошаговую инструкцию, как стать идеальной версией себя. Правильное питание, осознанное потребление, доверие партнеру. Знаете, в чем главная ловушка бытового рая? Ты не замечаешь, как забота превращается в надзор. Ты не чувствуешь веса ошейника, если он обшит мягким бархатом. Все изменилось в обычный четверг. Никаких гроз, никаких предчувствий. Я просто проснулась в 6 часов, протянула руку к телефону, чтобы проверить план на день, и увидела на экране надпись «Лицо не распознано. Введите пароль». Я ввела дату нашей свадьбы. Ошибка. Я ввела дату рождения Марка. Ошибка. Я ввела код, который не менялся 3 года. Ошибка. Осталось 2 попытки до полной блокировки данных. В ту минуту я подумала, что это просто технический сбой, обычная электроника, которая иногда капризничает. Я еще не знала, что за дверью спальни Марк уже сварил мой любимый кофе и заблокировал основной замок на входной двери, изнутри. Это не сказка про синюю бороду. Это история о том, как современные технологии и идеальные отношения могут стереть человека быстрее, чем кнопка «Удалить аккаунт». Меня зовут Анна, и это мой настоящий код счастья, код, который я пишу кровью на стенах своей золотой клетки. Мое утро всегда пахнет свежемолотым кофе и антисептиком. Марк не выносит посторонних запахов, поэтому в нашей квартире нет освежителей воздуха, только мощная система фильтрации, встроенная в потолок. Я открыла глаза ровно в 6. Шторы Blackout разъехались в стороны с едва слышным жужжанием сервоприводов, открывая вид на серую сталь реки. Я привыкла, что мой дом знает меня лучше, чем я сама. Он регулирует температуру воды в душе, подбирает плейлист под мой пульс и напоминает, когда пора выпить стакан воды. Это удобно. Это освобождает время для творчества, для блога, для саморазвития. По крайней мере, так я говорила своим подписчицам в последнем видео. Я называла это цифровой свободой. Но сегодня свобода встретила меня черным экраном. Я протянула руку к смартфону, лежащему на прикроватной тумбе. Привычный жест — поднести лицо к фронтальной камере. Обычно замок щелкает мгновенно, открывая доступ к моей почте, расписанию и жизни 300 тысяч человек, которые ждут моего утреннего сторис. Но сегодня телефон остался холодным. Лицо не распознано. Сухая надпись на экране выглядела как личное оскорбление. Я протерла камеру краем простыни, попробовала еще раз. Ничего. Аппарат потребовал 6-значный пароль. Я ввела дату нашей свадьбы. Телефон вибрировал, сообщая о неверном вводе. Я попробовала дату рождения Марка, потом свою. Неверно. У меня осталось 2 попытки до того, как система сотрет все данные в целях безопасности. Это была стандартная функция, которую Марк настроил сам месяц назад, когда у меня украли сумочку в торговом центре. Он тогда сказал: «Твоя информация — это ты сама, Аня. Мы не можем позволить чужакам владеть тобой». Я набросила халат и вышла на кухню. Марк уже сидел у окна с планшетом. Его белая рубашка была безупречна, ни одной складки, будто он и не спал вовсе. На столе стоял мой завтрак: 2 яйца пашот, авокадо и тот самый стакан воды с лимоном. Все строго по протоколу моего же курса «Код счастья». «Марк, кажется, у меня глючит телефон. Он не принимает пароль. Ты не обновлял систему ночью?»
Я старалась, чтобы мой голос звучал обыденно, но внутри уже заворочился холодный ком тревоги. Марк не поднял глаз от экрана. Он медленно отпил кофе и только после этого посмотрел на меня. В его взгляде было столько спокойствия, что мне стало не по себе. Это было спокойствие хирурга перед первым надрезом. «Доброе утро, родная. Да, я обновил протоколы безопасности. Ты вчера жаловалась на спам и странные сообщения в директ. Я решил, что тебе нужен перерыв. Небольшой, цифровой детокс, пока я не проверю все входящие шлюзы». Я замерла со стаканом в руке. «Но у меня сегодня 3 важных созвона. Рекламодатели, агент. Марк, мне нужен доступ сейчас. Какой новый код?» Марк встал и подошел ко мне. Он был выше на голову, и в его тени на кухне сразу стало тесно. Он положил ладони мне на плечи, мягко, почти ласково, но я почувствовала, что не могу сдвинуться с места. «Код у меня, Анечка. Я буду твоим фильтром на эти пару дней. Ты же сама учила своих девочек. Истинное счастье — это тишина. Я просто дарю тебе эту тишину. А насчет созвонов не переживай. Я написал твоему агенту с твоего аккаунта, что ты взяла творческий отпуск по состоянию здоровья». Он улыбнулся и коснулся пальцем моего виска. «Кушай, остынет, и не забудь выпить таблетки. Ты в последнее время стала слишком мнительной. Это все из-за избытка информации. Я просто возвращаю тебе тебя». Он вышел в кабинет, и я услышала, как за его спиной мягко щелкнул замок. Я подошла к входной двери и потянула за ручку. Она не поддалась. Электронное табло над замком светилось красным. Режим блокировки. Доступ ограничен администратором сети. Я сидела за столом, глядя на 2 белые капсулы, лежащие рядом с тарелкой. В нашем доме все имело свой регламент, и прием витаминов был частью утреннего ритуала. Марк называл их добавками для когнитивной ясности. Раньше я верила, что мой прилив сил – это результат здорового образа жизни, но сейчас, глядя на эти таблетки, я почувствовала липкий страх. Что, если моя ясность – это просто химическая иллюзия, которую он дозирует каждое утро? Я взяла капсулу и сделала вид, что глотаю ее, запивая водой. На самом деле, я прижала ее языком к небу, а когда Марк отвернулся к кофемашине, быстро спрятала в карман халата. Сердце колотилось так сильно, что казалось, оно сейчас выскочит из груди. Это была моя первая маленькая ложь в этом доме, первый шаг к нарушению его идеального кода. Марк вернулся с планшетом в руках и сел напротив. Его лицо выражало ту степень сочувствия, которая обычно предназначается для тяжело больных. Он повернул экран ко мне. На нем был открыт чат с моим психотерапевтом, доктором Левиным. «Анечка, я списался с Аркадием Борисовичем. Мы сошлись на том, что твой недавний срыв – это следствие переутомления. Он подтвердил, что в твоем состоянии цифровая изоляция – лучший выход». Я задохнулась от возмущения. «Какой срыв, Марк? У меня не было никакого срыва. Я просто спросила тебя про пароль». «Вот видишь», – он печально покачал головой, – «ты уже повышаешь голос. Твои реакции становятся непредсказуемыми. Ты сама не замечаешь, как реальность ускользает от тебя. Доктор пришлет рецепт на усиленные седативные. Я сам заберу их из аптеки». В 11 часов в дверь позвонили. Это была моя ассистентка Рита. Она принесла документы на подпись и мой любимый матча-латте. Я бросилась в прихожую, надеясь, что живой человек в доме станет моим спасением. Но Марк опередил меня. Он открыл дверь ровно настолько, чтобы Рита не могла заглянуть внутрь. «Привет, Рита. Анне сегодня не здоровится», — сказал он своим самым теплым и убедительным голосом. Доктор прописал ей полный покой. Никаких дел, никаких разговоров. Давай бумаги, я сам прослежу, чтобы она их посмотрела, когда ей станет лучше. Я стояла в метре от них, за углом коридора. Я могла бы закричать, могла бы выбежать, но что бы я сказала? Что муж не дает мне телефон? Рита знает Марка как святого человека, который вытащил меня из депрессии. Она просто посмотрит на меня с жалостью, как на капризную больную.
«Ой, бедняжка», — послышался голос Риты. «Передавай ей привет и скажи, чтобы не волновалась за блог. Мы выставим старые заготовки. Пусть поправляется». Дверь закрылась. Щелкнул замок. Тот самый звук, который раньше означал уют и защищенность, теперь звучал как выстрел. Марк повернулся ко мне, его лицо снова было непроницаемым. Он положил бумаги на комод и спокойно направился в свой кабинет. «Почему ты не дал мне поговорить с ней?» Мой голос сорвался на шепот. «Потому что ты не в форме, Анна. Ты выглядишь растрепанной, у тебя красные глаза. Ты хочешь, чтобы Рита увидела своего кумира в таком виде? Я защищаю твою репутацию». Это и есть любовь — брать на себя тяжелые решения, когда партнер слаб. Он зашел в кабинет и закрыл дверь. Я осталась одна в стерильной тишине гостиной. Я подошла к окну и приложила лоб к холодному стеклу. Внизу текла обычная жизнь, люди спешили по делам, машины стояли в пробках. Все было по закону, никто не совершал преступления. Муж просто заботился о больной жене, ограничив ее контакты по совету врача. Это было так логично и так правильно, что мне самой на секунду захотелось в это поверить. Но капсула в моем кармане жгла кожу через ткань, напоминая о том, что эта забота всего лишь способ держать замок закрытым. Когда за Марком закрылась дверь кабинета, тишина в квартире стала почти осязаемой. Я стояла посреди гостиной, где каждый предмет мебели стоил как годовой бюджет небольшой семьи, и чувствовала себя нищей. Без телефона и доступа к сети я превратилась в призрак. Я начала обходить комнаты, открывая ящики, в которые не заглядывала годами. В нашем стерильном мире не должно было быть хлама, но я искала хоть какой-то след своего прошлого, не отфильтрованного его заботой. В глубине гардеробной, за рядами идеально отпаренных кашемировых свитеров, я наткнулась на старую коробку из-под обуви. Внутри лежали мелочи, которые Марк называл визуальным мусором. Билеты в кино, засохший цветок, чеки и мой старый ноутбук с разбитым экраном. Я купила его еще в студенчестве, задолго до кода счастья. Сердце замерло. Это была единственная вещь в доме, которую Марк не синхронизировал со своей системой. Это была моя территория, забытая и заброшенная. Я прокралась в спальню, плотно закрыла дверь и включила зарядку. Ноутбук загудел, как старый самолет, и через бесконечные 5 минут на экране появилось мое фото десятилетней давности. На нем я смеялась, у меня были растрепанные волосы и дешевая бижутерия. Я выглядела живой. Не безупречной иконой из блога, а настоящей женщиной, которая имела право на плохой день и нелепую шутку. Я начала судорожно просматривать файлы. Видеодневники, которые я записывала для себя, когда только начинала путь блогера. Я открыла одно из них и вздрогнула. Мой голос звучал иначе, выше, быстрее, сбивчивее. Я говорила о своих страхах, о том, как боюсь потерять себя с погони за успехом. «Если я когда-нибудь стану просто красивой картинкой», — говорила я в камеру, — «значит, я проиграла». Я смотрела на себя и понимала, что Марк не просто улучшил мою жизнь, он планомерно стирал ту девчонку, заменяя ее удобным алгоритмом. Среди моих старых документов я наткнулась на папку с названием «Бэкап 2021». В ней лежали скриншоты переписки, которую я не помнила. Это были сообщения от девушки по имени Лена. Она писала мне: «Анна, берегись, он делает это со всеми. Сначала ты веришь, что больна, потом, что без него не выживешь». Дата стояла за месяц до моей свадьбы. Я никогда не видела этих сообщений. Марк всегда проверял мою почту, помогая справляться с потоком хейта. Он просто удалял все, что могло разрушить его план, еще до того, как я открывала глаза. Я почувствовала тошноту. Это было не просто психологическое давление, это было техническое вмешательство в мою судьбу, совершенное с самым близким человеком. По закону это называлось нарушением тайны переписки, но в нашей семейной идиллии это считалось высшим проявлением доверия. Внезапно в коридоре раздались шаги. Тихие, размеренные, узнаваемые. Марк вышел из кабинета.
Я едва успела захлопнуть ноутбук и запихнуть его под кровать, как ручка двери повернулась. Он вошел без стука, в его мире у нас не было секретов. Он принес мне обед, куриный бульон и еще одну таблетку. «Ты слишком долго сидишь в темноте, Аня, это плохо для сетчатки». Он подошел к окну и снова нажал на кнопку пульта. Шторы разъехались, впуская холодный дневной свет. «Я заказал тебе новые книги по нейропсихологии. Тебе нужно перепрошить свои мысли, старые привычки тянут тебя вниз». Он поставил поднос на тумбочку и посмотрел мне прямо в глаза. На мгновение мне показалось, что он знает про ноутбук под кроватью, что он видит мое бешеное сердцебиение сквозь шелк халата. Но он просто поправил мою подушку и вышел. Я осталась сидеть на кровати, сжимая в кулаке ту самую первую капсулу, которую не выпила утром. Теперь я знала. Я не больна. Я просто стала частью его коллекции, которую он полирует до блеска, пока она не перестанет сопротивляться. Я больше не могла это копить. Когда замок в кабинете Марка снова щелкнул, меня прорвало. Я упала на кафель в ванной, закрыв рот руками, чтобы он не услышал моего воя. Слезы текли не градом, они душили, обжигали кожу, смешиваясь с остатками дорогого тонального крема. Я смотрела на свои руки и не узнавала их. Где та женщина, которая учила миллионы контролировать хаос? Сейчас я была просто напуганным зверем в клетке из белого мрамора. Истерика накатывала волнами. Я начала судорожно сдирать с полок золотистые баночки с кремами, швырять их в стену, но они лишь глухо бились о мягкие панели, не разбиваясь. Даже в моем гневе не было звука. Весь мой мир был обесшумлен. Я рыдала до икоты, до раздирающей боли в горле, осознавая самое страшное. Я сама отдала ему ключи. Я сама позволила ему стать моим администратором, потому что так было проще. Потому что я хотела быть слабой, а он обещал быть сильным. Я вылетела из ванной, задыхаясь от собственной беспомощности, и бросилась к входной двери. Я колотила по ней кулаками, плечами, лбом. «Марк, открой! Открой эту чертову дверь! Я не больна! Ты слышишь? Я вызываю полицию!» Мой крик сорвался на визг. Марк вышел из кабинета медленно. Он не был злым. Он выглядел разочарованным. В руках у него был телефон, и он снимал меня. Спокойно, вертикально, как для сторис. «Посмотри на себя, Анна. Ты в пижаме, с размазанным лицом, бьешься в дверь, которая закрыта для твоей же безопасности. Кому ты собралась звонить? Полиции? Что ты им скажешь? Что муж не дает тебе телефон, потому что у тебя психоз?» Он подошел ближе и показал мне экран. Там шел прямой эфир в мой закрытый аккаунт для близких друзей и спонсоров. Десятки людей видели мою истерику в реальном времени. «Ты сама это делаешь, дорогая. Ты сама доказываешь всем, что тебе нужна помощь». Я застыла. Холодный пот прошиб спину. Он не просто запер меня. Он использовал мои эмоции как контент для моей же изоляции. Те люди в комментариях, мои друзья и коллеги, писали: «Бедная Аня. Марк, спасибо, что ты рядом. Ей правда нужно лечение». В этот момент я поняла, как работает его закон. Юридически он чист. Он фиксирует неадекватное поведение больной жены. Любой адвокат, любой полицейский увидит эти кадры и скажет: «Мужчина спасает женщину от самой себя». Мои слезы стали его главным оружием. Каждая моя вспышка гнева только туже затягивала узел на моей шее. Я была раздавлена. Я опустилась на пол прямо у двери, обняв колени. «Пожалуйста», — прошептала я сквозь рыдание, — «просто дай мне уйти. Я все оставлю тебе. Блок, квартиру, деньги. Просто открой дверь». Марк наклонился и погладил меня по волосам. «Ты никуда не пойдешь, пока не поправишься, Аня. Код счастья не предполагает побегов». В этот момент в дверь снова позвонили. Громко, настойчиво. Совсем не так, как звонила Рита. Марк напрягся. Он посмотрел в глазок, и его лицо впервые за все время дрогнуло. Он быстро схватил меня за локоть и буквально втащил в спальню. Тихо, ни звука.
Если пикнешь, я выложу видео, где ты принимаешь те самые таблетки, которые я якобы тебе подсыпаю. Помнишь, как ты сама их покупала полгода назад? У меня есть чеки». Он захлопнул дверь спальни и запер ее снаружи. Я прильнула к замочной скважине. «Откройте, полиция!» — раздался за дверью грубый мужской голос. «Нам поступил сигнал о незаконном удержании». Мое сердце подпрыгнуло. «Спасение?» Но когда Марк открыл дверь, я услышала голос моей матери. «Офицер, это ошибка», — сказала она уверенно. «Моя дочь в глубоком кризисе. Марк прислал мне все видео. Я приехала, чтобы помочь ему перевести ее в частную клинику». «Мама». Она была не спасением, она была его главным свидетелем. Голос мамы в прихожей звучал, как захлопнувшаяся крышка гроба. Она не спрашивала, как я. Она извинялась перед офицером за беспокойство. Я прижалась ухом к двери спальни, кусая губы до крови, чтобы не закричать. Марк тихим, вкрадчивым голосом перечислял мои симптомы, и я слышала, как мама сокрушенно вздыхала. «Она всегда была эмоционально нестабильной», — говорила она полицейскому. «Марк святой человек, что терпит это. Мы завтра же оформим ее в Тихую Гавань, там отличные специалисты по пограничным расстройствам». Полицейский, судя по звукам, убирал блокнот. С точки зрения закона все было идеально. Муж-опекун, мать-заявитель и видела доказательства срыва. Система сработала против меня, превратив мою семью в конвой. Когда входная дверь закрылась, и Марк ушел на кухню обсуждать детали переезда с мамой, я поняла, у меня осталось меньше суток, прежде чем замок закроется изнутри психиатрической клиники. Я вытащила старый ноутбук из-под кровати. Пальцы дрожали так, что я едва попадала по клавишам. Мне нужно было что-то большее, чем просто старые видео. Я начала копать глубже в системной папке «Бэкап 2021». Там, среди тысяч файлов, я обнаружила скрытый архив под названием «Протоколы Л». Пароль подошел со второй попытки. Это была дата рождения Марка, перевернутая задом наперед, его любимый прием. Внутри оказались не мои фото. Там были папки с именами. Лена, Лариса, Лидия. 3 женщины. 3 абсолютно разных лица, но одна общая черта. На всех финальных снимках они выглядели как я. Та же прическа, тот же холодный блеск в глазах, та же безупречная мертвая улыбка. Марк не просто жил со мной, он годами создавал одну и ту же женщину, меняя только живой материал. Я открыла папку «Лена». Она была первой. В ней хранились аудиозаписи их ссор. Марк говорил ей те же слова, что и мне сегодня утром. «Ты больна, я твой фильтр, твой кот — это я». Лена сопротивлялась дольше. Но в папке «Финал» лежала скан-копия документа, добровольный отказ от имущества и перевод в ту самую Тихую Гавань по состоянию здоровья. Я листала файлы и видела схему. Марк находил успешных, ярких женщин, планомерно разрушал их связь с реальностью, забирал их ресурсы и отправлял на поправку, когда они окончательно ломались. Я не была его любимой женой. Я была Анна 4.0, очередным проектом, который подошел к стадии списания. И мама, ослепленная его деньгами и заботой, уже подписала мой приговор, даже не поговорив со мной. Я услышала, как мама уходит, обещав заехать завтра с вещами. Марк проводил ее и подошел к двери моей спальни. Я успела спрятать ноутбук под матрас и лечь, натянув одеяло до подбородка. Замок щелкнул, он вошел. В руках у него был стакан воды и та самая новая таблетка, усиленная седативная. «Мама очень расстроена, Аня, но она понимает, что это для твоего блага». Он присел на край кровати. «Завтра начнется твое настоящее исцеление. Мы сотрем этот хаос из твоей головы». Он протянул мне стакан. Я посмотрела на него и впервые за весь день не почувствовала слез, только холодную кристальную ярость. Я поняла, по закону я сумасшедшая, по факту я пленница. Но Марк допустил одну ошибку. Он верил, что его кот идеален. Он не знал, что я нашла Лену, Ларису и Лидию.
и что теперь я буду играть не по его правилам, а по его алгоритму, чтобы взорвать эту систему изнутри. Я послушно взяла стакан и выпила все до капли, чувствуя, как внутри меня рождается план, в котором нет места ни прощению, ни жалости. Утро субботы началось с тишины. Я лежала неподвижно, глядя на ровную полоску света между тяжелыми шторами. Вчера я выпила его таблетку, но за 5 минут до этого я вызвала у себя рвоту в туалете, избавившись от вечерней дозы. Мой желудок горел от спазмов, но голова была пугающе ясной. Я поняла, Марк побеждает, пока я сопротивляюсь. Его алгоритм рассчитан на жертву, которая бьется в стекло. Как только жертва затихает, хищник теряет бдительность. Он привык к моим слезам, к моим крикам «Открой дверь!», к моей беспомощности. Это подпитывало его власть. Я встала, медленно подошла к зеркалу и начала приводить себя в порядок. Никаких дрожащих рук. Я нанесла тон, выровняла линию губ, заколола волосы в тот самый безупречный пучок, который он так любил. Я надела его любимое платье, серое, закрытое, подчеркивающее мою покорность. Когда я вышла на кухню, Марк уже заканчивал завтрак. Я не стала спрашивать про телефон. Я не стала смотреть на запертую дверь. Я просто подошла, обняла его со спины и тихо прошептала. «Прости меня за вчерашнее. Ты был прав. Я просто не справляюсь сама. Спасибо, что мама приехала. Мне действительно нужно в клинику». Я почувствовала, как его плечи на секунду напряглись, а потом расслабились. Это был момент триумфа администратора. Система пришла в норму. «Я знал, что ты поймешь, Анечка». Он повернулся и поцеловал мою ладонь. «Мы поедем в 2 часа. Твои вещи уже собраны». У меня было 3 часа. Пока Марк занимался документами в кабинете, я получила доступ к его «святая святых» домашнему серверу управления. Он был уверен в моей подавленности и оставил планшет на зарядке в гостиной, не заблокировав его. Это была его фатальная ошибка, рожденная из презрения к моей воле. Я знала, что по закону я не имею права взламывать его личные данные, но сейчас закон был на стороне того, кто быстрее нажмет кнопку. Я зашла в настройки системы «Умный дом». Марк настроил все так, что выйти из квартиры можно было только по его биометрии или через удаленный доступ с его мастер-устройства. Но я нашла лазейку, о которой читала в папке «Протоколы _L». Лена, та первая девушка, пыталась сделать то же самое. Она обнаружила, что пожарный протокол безопасности всегда выше любого пользовательского запрета. Это требование закона о пожарной безопасности зданий. При задымлении все электронные замки обязаны разблокироваться автоматически, чтобы люди не сгорели заживо. Я не собиралась устраивать пожар. Мне нужно было лишь имитировать его так, чтобы система в это поверила, но при этом не вызвала пожарный расчет раньше времени. Самое сложное было сохранять маску. Марк вышел из кабинета и предложил мне выпить чаю перед дорогой. Мы сидели в гостиной, и он рассказывал, какая замечательная палата меня ждет в Тихой гавани. Он говорил о сосновом лесе, о тишине, о перезагрузке. Я слушала его и видела перед собой не мужа, а патолога-анатома, который описывает качество формалина для трупа. Внутри меня все кричало «Беги! Ударь его чем-нибудь! Заори!» Но я лишь кротко кивала. Я спросила: «Марк, а можно мне взять с собой тот старый плед, который мама подарила на свадьбу? Он в шкафу в коридоре на самой верхней полке». Он улыбнулся. Такая мелочная, сентиментальная просьба окончательно убедила его в моей капитуляции. «Конечно, дорогая, я сейчас достану». Как только он встал на стремянку в узком коридоре, я метнулась к кухонной плите. Я положила на раскаленную конфорку кусок сухой ткани и накрыла его металлической миской, чтобы дым не расходился по всей квартире сразу, а сконцентрировался прямо под датчиком задымления. Датчик над плитой начал мигать красным. Марк спрыгнул со стремянки, услышав характерный писк. «Что ты делаешь?» Его голос впервые за долгое время потерял медовую сладость. «Ой, кажется, полотенце пригорело». Я стояла у плиты, изображая испуг. Он бросился к кухне, оттолкнув меня.
В этот момент сработал общий протокол безопасности здания. По всей квартире раздался пронзительный сигнал тревоги. Голос системы объявил: обнаружено задымление, аварийная разблокировка дверей. Я услышала тот самый заветный щелчок входной двери. Это был звук свободы. Марк обернулся. Его лицо исказилось от ярости. Он понял все за доли секунды. «Сядь на место!» — крикнул он, шагнув ко мне. Но он забыл одну деталь. Его алгоритм предусматривал, что я боюсь физической боли. Но за последние 3 дня я пережила нечто худшее. Я схватила тяжелую чугунную сковороду, предмет, который никогда не вписывался в его концепцию эстетики, и со всей силы швырнула ее в панорамное окно. Стекло не разбилось, но сработала сигнализация разбития, добавив еще больше хаоса в систему. Пока Марк ни секунду прикрыл уши от невыносимого визга сирен, я бросилась к двери. Я вылетела в общий коридор, досая в сером платье, не оглядываясь. Я знала, что замок закрылся изнутри его собственного безумия, а мой замок наконец-то был сломан. Лестничная клетка встретила меня с запахом пыли и чужого табака. Я бежала вниз, не дожидаясь лифта. В закрытом пространстве кабины Марк перехватил бы меня за считанные секунды, просто заблокировав этаж со своего планшета. Мои босые ступни шлепали по ледяным ступеням, и каждый этот звук отдавался в ушах, как выстрел. Я выскочила на подземную парковку, тяжело дыша, и замерла за массивной бетонной колонной. Сердце колотилось в горле, мешая соображать. В кармане платья лежал тот самый ноутбук, мой единственный свидетель, мой щит и мой меч. Я знала, что Марк уже вызвал охрану ЖК. Он скажет им, что у его жены психоз, что она опасна для себя, что она выбежала из дома в невменяемом состоянии. И они поверят ему, а не босой женщине в измятом сером платье. По закону он все еще мой муж и мой опекун. Пока я не докажу обратное публично, любая патрульная машина вернет меня в его руки. Мне нужно было не просто спрятаться, мне нужно было нанести удар, который он не сможет замять деньгами или связями. Я забилась в самый дальний угол парковки, за старый строительный контейнер, и открыла ноутбук. Пальцы сводило от холода, но я заставила себя сосредоточиться. Мой личный телефон был у Марка, но мой старый ноутбук все еще помнил пароли от резервных каналов связи. Я подключилась к открытому Wi-Fi соседнего торгового центра. Сигнал был слабым, прерывистым, но его хватало для самого главного. Я зашла в панель управления своим основным блогом. 300 тысяч подписчиков. Моя семья, которую я сама приучила верить в сказку о коде счастья. Я видела, как в ленте висят свежие посты, опубликованные Марком от моего имени за последние 2 часа. Беру паузу на восстановление. Счастье требует тишины. Под ними тысячи сочувствующих комментариев. Он уже подготовил почву для моего исчезновения в клинике. Если я сейчас не выйду в эфир, завтра я проснусь в палате с решетками, и никто не услышит моего голоса. 3, 2, 1, прошептала я, нажимая кнопку «Начать трансляцию». Экран мигнул, и я увидела свое лицо. Растрепанные волосы, бледная кожа, глаза, полные первобытного страха. Это была антитеза моему бренду. По ту сторону экрана люди начали подключаться. 100, 500, 1000 человек за минуту. Чат взорвался вопросами. «Анна, что с вами? Где вы? Марк сказал, вы в больнице?» Я начала говорить. Мой голос сначала дрожал, но с каждым словом становился тверже. «Посмотрите на меня». Я повернула экран ноутбука так, чтобы в кадр попал грязный бетон парковки. Это мой настоящий код счастья. Я не в больнице и не на ретрите. Я бегу от человека, которого вы считаете идеальным мужем. Я начала открывать папки «Протоколы Л». Я выводила на экран фотографии Лены, Ларисы и Лидии. Я показывала записи их голосов, их испуганные лица, их документы о передаче имущества Марку. Он не любит нас, он создает нас, как детали на конвейере, и когда деталь изнашивается, он выбрасывает ее в тихую гавань. Моя мать сейчас везет меня туда, потому что он убедил ее, что я сошла с ума. Внезапно в дальнем конце парковки взвизгнули шины.
Черный внедорожник Марка влетел в пролет, освещая бетонные столбы хищным светом фар. Он знал, где я. Он видел эфир. «Он здесь!» — крикнула я в камеру, и мой голос сорвался на крик. «Если трансляция прервется, знайте, все, что я сказала, правда. Марк Волков — серийный манипулятор. Проверьте счета его предыдущих жен. Проверьте записи камер в нашей квартире». Я видела, как он выходит из машины. Он не бежал. Он шел медленно, уверенный в своей безнаказанности. В его руке был телефон. Он, вероятно, уже звонил в скорую, описывая мой публичный срыв. Но он не учел одного. В прямом эфире было уже 40 тысяч человек, и среди них были журналисты, юристы и те самые женщины, которые когда-то тоже чувствовали, что их замок закрыт изнутри. «Анна, прекрати этот цирк!» Его голос эхом разнесся по парковке. Он улыбался своей самой доброй улыбкой, подходя ближе. «Ты пугаешь людей. Дай мне ноутбук. Тебе нужно прилечь». Я не закрыла крышку. Я направила камеру прямо на него. «Подойди ближе, Марк. Поздоровайся с моими подписчиками. Расскажи им, почему замок в нашей спальне закрывается снаружи. Расскажи про таблетки, которые ты мне давал». Он замер в 5 метрах от меня. Улыбка медленно сползала с его лица, обнажая нечто холодное и рептилье. Он увидел количество зрителей на экране. В этот момент он понял, что его алгоритм не просто дал сбой, он был уничтожен. Репутация, которую он строил годами, рассыпалась в прямом эфире под взглядами десятков тысяч свидетелей. По закону он мог бы запереть одну женщину, но он не мог запереть правду, которая уже разлетелась по сети со скоростью лесного пожара. Вдалеке послышался вой сирен. На этот раз это были не врачи, это была настоящая полиция, вызванная сотнями людей, смотревших этот эфир. Марк сделал шаг назад, его лицо стало серым. Код был деактивирован. Замок открылся. Сирены выли уже совсем рядом, заполняя бетонную коробку парковки пульсирующим синим светом. Марк стоял неподвижно. Его маска идеального мужчины не просто треснула. Она осыпалась серым пеплом. Он смотрел на меня, и в его глазах я впервые увидела не холодный расчет, а первобытный, жалкий страх разоблаченного хищника. Он сделал шаг назад к своей машине, лихорадочно тыкая в экран планшета, пытаясь дистанционно стереть данные с домашнего сервера, обрушить мой эфир, уничтожить улики. Но 40 тысяч свидетелей в режиме реального времени — это цифровой бетон, который не разбить молотком. «Ты пожалеешь об этом, Анна!» — прошепел он, и его голос больше не был шелковым. Он был сухим, как треск ломающихся костей. «Без меня ты ничто. Ты просто дешевая картинка, которую я нарисовал на пустом холсте. Ты не выживешь в мире, где нет правил». Я молчала. Мне больше не нужно было оправдываться или кричать. Я просто смотрела, как 3 патрульных машины блокируют выезд. Из них выходили люди в форме, настоящие, суровые, не купленные его обаянием. Они видели мой эфир. Они видели его лицо в ту секунду, когда он замахнулся на меня, забыв о камере. По закону физики действие равно противодействию. По закону жизни его время вышло. Марка вывели из парковки в наручниках. Он шел с высоко поднятой головой, выкрикивая что-то о незаконном взломе личных данных и клевете. Он все еще надеялся на своих адвокатов. Но через 10 минут приехала мама. Она выскочила из такси, бледная, постаревшая на 10 лет за 1 час. Она увидела меня, босую, в грязном платье, дрожащую на холодном полу, и просто упала на колени, закрыв лицо руками. «Прости меня. Анечка, прости!» — выла она, и это был самый страшный звук в моей жизни. Она верила ему, потому что хотела верить в мое счастье, потому что так было удобнее считать, что дочь под надежным присмотром. В этом и была главная трагедия. Замок был закрыт изнутри не только Марком, но и равнодушием тех, кто должен был защищать. Она протянула мне свое пальто, пытаясь укутать, спрятать мою наготу и свой стыд. Но я мягко отстранилась. Мне больше не нужно было прятаться. Прошло 2 недели. Я сидела в пустой кофейне на окраине города, где меня никто не знал. Моя квартира была опечатана следствием. Счета заморожены.
Адвокаты Марка бились в судах, пытаясь признать мой эфир результатом острого психоза, но всплыли Лена и Лариса. Лариса решилась заговорить первой. Она прислала записи из клиники «Тихая гавань», где ее держали на препаратах 2 года. Маховик правосудия раскручивался медленно, со скрипом, но его уже было не остановить. Я открыла свой ноутбук. 300 тысяч подписчиков ждали объяснений. Рекламодатели требовали возврата денег. Агент обрывал телефон. Все хотели знать, когда вернется старая добрая Анна с ее советами о гармонии. Я посмотрела на свое отражение в темном экране. На щеке был небольшой шрам. Я сама порезалась, когда разбивала то окно. Я не стала его замазывать. Я не стала красить губы. Я нажала кнопку «Удалить аккаунт». Безвозвратно. Со всеми постами, советами и кодами. Мой бренд умер вместе с моей клеткой. И это было самое правильное решение в моей жизни. Я вышла из кофейни в серый дождливый вечер. Не было никакой финальной музыки, никаких аплодисментов. Просто улица, просто люди, просто шум города. Я засунула руки в карманы чужой куртки и почувствовала там что-то твердое. Это была та самая первая капсула «Витамин счастья», которую я так и не выпила в тот первый день. Я подошла к решетке ливневой канализации и разжала кулак. Белая таблетка исчезла в грязной воде. Знаете, в чем главная правда о замках? Самый надежный замок — это тот, который мы вешаем на себя сами, когда боимся быть некрасивыми, неудобными, живыми. Мы ищем коды доступа к счастью, забывая, что счастье не имеет пароля. Оно вправе ошибаться, вправе быть одной, вправе ходить босиком по ледяному бетону, если это цена свободы. Я не знала, что буду делать завтра. У меня не было расписания, не было диеты и не было администратора. Я просто шла вперед, вдыхая сырой воздух, и впервые за много лет мне не нужно было улыбаться в объектив, чтобы почувствовать, что я существую. Замок был сломан, и я наконец-то была дома. Внутри самой себя.